Сегодня у нас тренировка спины. Сделаем акцент сегодня на широчайшую и на круглые мышцы спины. Начну я с базовых упражнений. Это тяга верхнего блока и тяга горизонтального блока. Потом перейду к свободным весам. Делаем 10-15, давайте 15 разминочных повторений. Что важно? Важно в этом упражнении изолировать руки от спины. Мы начинаем делать упражнения, присгибая руки, выводя гриф над головой. Далее мы, отводя локти вниз, не за спину, а вниз, должны сдать такое немного места для того, чтобы опустить гриф. Благодаря наклону. Не изгибу спины, а благодаря наклону спины. Наклону корпуса. Легкому. Не нужно сильно сюда заваливаться. Минимум. Чуть-чуть присогнули локти. Смотрим прямо. Локти вниз. Гриф у нас идет кверху груди. Не перед собой, а кверху. Для чего это важно? Потому что у нас руки это как вспомогатели, и в основном при неправильной технике вся нагрузка в основном идет на руки. Соответственно, с большим количеством повторений, с большой, как сказать, с большой длительностью тренировок мы не сможем как следует выполнить. Кто-то изолирует лямками, но для меня все же, так сказать, такое понимание, что я должен держать сам, я должен контролировать вес и укреплять. Особенно новичкам я бы советовал не пользоваться лямками, а наоборот укреплять хват, укреплять связки. Соответственно, как я уже и сказал про турник, турник одна из неотъемлемых частей тренировки спины. Как раз идет базовое укрепление всего полностью. Сейчас у меня примерно идет 3 и 4 дропом подходы. Стараюсь я делать максимально в отказ, но все равно придерживаюсь, чтобы это было не больше, чем 10-12 повторений, потому что если у меня пик будет на 15-16 повторении, я понимаю, что это не даст мне нужного результата. Размялся я с половиной максимума, 1/2 от максимума, и поэтому сейчас я вешаю максимальный вес на максимальное количество повторений. Поехали. Задвинулся максимально вперед, руки присогнул и работаем лопатками. Отлично. Все равно есть такое, что со временем меньше нагрузка с рук уходит, но поначалу она присутствует. Особенно в предплечьях из-за того, что мы держим большой вес кистями.
максимально идет напряжение. Вот поэтому некоторые спортсмены, они используют лямки. Опять же, я привык уже держать собственными руками, мне важен хват, не очень сильно важен хват. Концентрация на каждом упражнении должна быть обязательно на ту группу мышц, которую мы с вами делаем. Даже не важно, держишь ты руками, помогают они тебе во время подхода. Все равно мысленно сконцентрировались о той группе мышц, которую мы прокачиваем. В любом упражнении. День ног, грудь, бицепс. Мыслями мы всегда должны сосредоточенно думать о тех мышцах, которые у нас находятся в напряжении. Если мы этого делать не будем, соответственно, мы будем невзначай подключать вспомогающие мышцы. Большое время не отдыхаем. Чувствую, что на третьем подходе я уже не могу делать максимальный вес. Я решил убавить где-то на 15-20 килограмм. И опять сделать снова 12 повторений. Все равно тот доджим, который не происходит сверху, точнее не происходит снизу. Я не хочу просто подключать руки. Я вижу, я чувствую, что определенная амплитуда движения на мышцы сработала. Дальше уже, если стараться доводить в этом напряжении, то я буду невзначай помогать руками. Но мне это не надо. Сейчас я сделаю еще один подход. И сразу же буду скидывать дропом. Сразу половину веса убираю. Отлично. Из-за того, что не пытаюсь дотягивать, максимально чувствую, что работала спина и минимум работали руки. Сейчас по той же методике перейдем уже на тягу горизонтальную. На блоке широким хватом я руки сейчас буду стараться именно на широчайшую, на круглую мышцу выводить локтем вверх. Также широким хватом, спина ровная. Назад я не наклоняюсь, я могу чуть-чуть себе позволить сделать наклончик вперед.
Я не иду сейчас на этом данном упражнении к большим каким-то весам. Если делать с читингом это упражнение с широким хватом, то в принципе можно замахнуться на большие веса. Но сейчас я не вижу в этом смысла, потому что дальше я буду делать с свободными весами, уже более с тяжелыми. Следующий подход. Чувствуете, локти вниз идут. Лучше оставьте силы на следующий подход. И выполняю последний подход. И могу дропом добить. Четвертый подход. Отлично. Сейчас перейдем на Т-гриф. Уже на проработку с большим весом. Мы должны немного присогнуть коленочки, отвести ягодицы назад. И чтобы был баланс между максимально оттянули плечи вниз и плечи назад. Плечи вниз и лопатки свели. Проработали раз 12 с легким весом, разогрели поясницу. Сейчас следующий подход я повышаю на 20 килограмм на 10 повторений, 10-12. Потом у меня будет еще плюс 20 килограмм, уже на 6 повторений. И следующий, последний подход, это 60, но с дропом на 40. Чувствую, что могу больше, оставляю силы на следующий подход и дальше особо долго не отдыхаем. Вешу еще 20, это примерно 6-8 повторений. Важно не прогибать сильно поясницу, держать ее ровно и не сильно, чтобы
Близко максимально ноги подставляем к блинам. Чтобы, как будто мы делаем румынскую тягу. Знаком вопроса. Не нужно нам сильно вперед выставляться. Ближе вся нагрузка должна быть к ногам. И вот, чтобы руки были у ног. И отсюда уже мы тянем к спине лопатками. Также насчет нагрузки на руки. Если сильно чувствуете, что напряжены руки и мало давите спиной, убавьте вес. Отлично. Минуту отдыха. И следующий подход с таким же весом, но уже с дропом на 40 килограмм. Все, отлично. Прожались максимальным весом. Опять же, мог бы больше, но на меньшее количество повторений. Мне важно сделать такую, так сказать, многоповторочку. 6-8 повторений. Перейдем к тяге наклона гантели. Проработка именно гантелей в наклоне. Мне нужно упереться коленом в лавочку одной рукой. Тоже. И получается с растяжкой также плеча работаем спиной. Отвожу вот сюда к тазу гантель. Не нужно заваливать спину вот так. На прокручивание не нужно позвоночник крутить. Нам нужно сделать спину параллельно лавочке и уже отводя лопатку поднимать. Сейчас сделаю 3 подхода с максимально большим весом в наклоне на 7 6-8 повторений. 7 тоже. Число рабочее, так сказать. Фух. Сейчас возьму для начала 40 килограмм. Нет, 35. Возьму 35 и попробуем технично сделать первый подход именно ровно на технику. От этого я упираюсь и смотрю, какой могу я взять следующий вес. Если у меня легко идет на 8-10 повторений, и я понимаю, что, к примеру, вот сейчас 35 возьму, у меня легко идет этот вес, то на 6-8 повторений килограммов 40 я могу взять. Спинку ровно, оттянули вниз плечо.
Отлично. По 10 повторений, я чувствую, что на 6-7 повторений, если прибавить на 5 килограмм, я смогу толкнуть. Важно также не работать, не помогайте себе руками. Работайте чисто изолированно спиной. Сейчас я беру 40 на 6-8 повторений. Фух, поехали. Отлично. Фу. Отлично. Чувствую, что силы постепенно уходят, но я рассчитываю еще на один подход с этим же весом. Отдыхаем минуту-две и приступаем к следующему подходу. Фу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выключился, 8. Ну, почувствовал прилив сил. Круто. Фу. Все, выключил спину. Отлично, мы проработали, так сказать, синхронно двумя руками и по одиночке разделили левую и правую. Сейчас остается у нас, получается, мы выполнили тягу верхнего блока, тягу горизонтальную, Т-гриф проработали, левую и правую руку в наклоне. Оставим акцент на широчайший, сделаем подтягивание на турнике и, наверное, закончим на этом тренировку. Сейчас сделаем проработку обычных подтягиваний. Подтягиваться стараюсь выше подбородка. Выполняю 3 подхода на максимальное количество повторений. Мышцы и так уже забиты на спине, поэтому проработка на турнике, растяжка, это как бы 2 в 1 идет. И укрепление, опять же, связок. В верхней позиции задерживаемся и в негатив опускаемся.
Не особо много получается в конец тренировки сделать. Но это нужно обязательно сделать в конце тренировки. Опять же, делаем максимально медленно, без рывков, прорабатываем мышцы. С отдыхом в минуту, полторы максимум. Много здесь не задерживаемся. Почему именно делаю в начале тренировки именно проработку на блоке? В верхнем положении, на широчайшее. Также, когда тяну на горизонтальном блоке. Идет разогревка мышц, идет разогревка полностью и связки, разминка. Соответственно, потом уже разогретый мы идем работать с большим весом. Потому что если я сразу без разминки, точнее без разогрева пойду на большой вес, есть вероятность того, что я могу потянуть себя под лопаткой. Спокойно у меня был такой случай, много случаев. Не особо качественно был разогрев мышц. Соответственно, на легком пампе у меня уже и большой вес чувствуется. Для меня важно сделать сначала блок, потом сделать большой вес. В конце уже собственным весом на добивку. Не люблю спину прокачивать с маленькими весами, но опять же, если под определенными углами, это вполне может быть себе история. Все. Фу. Ну еще один подход обязательно. Подтягивание, особенно в конце тренировки, делайте максимально чисто. Не нужно делать рывками. Прорабатывайте. Это прям очень сильно, очень эффективно развивает силу ваших мышц. Опять же, подтягивание это очень полезно для формирования скелета. Вы растягиваетесь, становится ровнее осанка. Не забывайте подтягиваться обязательно. А также позволяет укрепить хват. Поэтому, когда вы делаете тот же самый верхний блок, если вы регулярно подтягиваетесь, вам проще делать верхний блок. Нет необходимости брать лямки. Также любые все упражнения на спину, очень важен хват. Поднять большую гантель с пола. Также большую штангу в наклоне, если сделали, Т-гриф. Вы держите этот большой вес. А иногда бывают подходы, где вес равен вашему. Поэтому необходимо подтягиваться в конце тренировки, укреплять предплечья и выносливость ваших мышц зависит напрямую от турника. Сделать финальный подход. Все, финал на пару раз. В принципе, я доволен тренировкой. Мы проработали с большим весом, размялись сначала, сделали 2 подхода с маленьким. В следующей тренировке я бы хотел наверное, более разнообразить. Я согласен, что также на верхнем блоке можно поизолировать каждую руку, левую, правую поделать. Также на нижнем можно одной левой, правой рукой проработать. А так, в принципе, обязательно нужно всегда делать синхронизацию, именно 2 руки, для симметрии мышц.
Потому что если всегда будем изолировать левую и правую, хотя мы понимаем, что изоляция каждой руки, она более эффективна для мышц. Потому что мы больше думаем над каждой из мышц. Потому что когда две руки, одна другой помогает. Не старайтесь поднять штангу любым способом. Нет. Думайте над тем, как работают мышцы. Это очень сильно важно. Если вы делаете определенные упражнения на определенную группу мышц, старайтесь, чтобы эти мышцы были максимально, так сказать, в работоспособности. Не помогайте руками тянуть. Работайте максимально лопаткой. Чувствуете, не можете сделать, лучше оставьте силы на потом. Если будете стараться лишь бы сделать, забьете руки раньше времени. Соответственно, потом на следующих упражнениях не так эффективно будет. Уже будет тяжело держать гантель, будет тяжело держать штангу. Соответственно, из-за того, что мы уже лишь бы сделали на тяге верхнего блока. Поэтому это очень важный момент. Так, спасибо вам за просмотр. Встретимся на следующей тренировке. Я надеюсь, что это будет уже день ног. Но я посмотрю по обстоятельствам. А так, возможно, в будущем снимем с вами продуктовую корзину в супермаркете. Я думаю, это будет интересно посмотреть. А так, спасибо еще раз за просмотр. До скорых встреч.